Хорошо, можно, я думаю. Тут много, сколько читать. Да, вот сколько формата же вы, по-моему, уточнили, да? Всю главу читаем? Ну, она, да, я сказала, может быть, это как его, первую страничку. Она говорит, ну, начинайте читать первую главу. Она большая. Вот же прямо Падмини. The first chapter is too long. Maybe we will read just first page, or we just can't understand how long we should read. You already started, you're saying? We are trying to start, but the devotees are worried that the chapter is too long. So till what page we should read? First chapter We will stop whenever we want to stop, we can stop. We don't have to finish the chapter. Окей. Ну, в общем, мы начинаем читать, и когда нужно будет, она будет останавливать. Нам не нужно закончить первую главу сегодня, нужно просто читать, она остановит. Спасибо. Ну, там не так много, кажется. Да, Прабу. Вы начнете пока, потом мы продолжим. Особое настроение Гауранги. Настроение игры Господа читания Махапрабху уникальны. Специально явленные для освобождения падших душ в Кали-югу, они крайне революционные, даже по стандартам Господа Кришны. Если сравнить со всей историей сознания Кришны, то за последние 4 столетия были достигнуты неслыханные результаты, и все это благодаря Господу читания. Любая благочестивая деятельность, любая организация и любые усилия могут быть по-настоящему успешны в этот век, только в случае, если они полностью проникнуты настроением Господа читания Махапрабху и используют его методы. Его настроение уникально отличается от того, что было в древности, когда людям приходилось шаг за шагом развивать духовное сознание. Mataji, can you stop after every paragraph? Да, после параграфа, вот сейчас она, Матаджи прям подменила, что останавливаемся после каждого параграфа. Yes, yes. Finish the first paragraph, right? No, I will tell you. Okay, fine. Продолжайте читать, пожалуйста. Я тогда останавливайтесь просто после параграфа. Я буду ей давать знать. Первый параграф уже закончили? Первый параграф закончили? Да. Первый закончили. Okay. We have finished already first paragraph. Okay. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, so he is the Yuga avatar for this age, so very special for us. Итак, Господь Читания — это юга-аватара для текущей эпохи, и это очень особенная аватара для нас. And it is, his pastimes are different even from, you know, in the Srimad Bhagavatam, we read all the pastimes. Those pastimes are different from Lord Chaitanya Mahaprabhu's. Chaitanya Mahaprabhu's is really a very revolutionary thing for this Kali Yuga. И его игры очень сильно отличаются от всех игр, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Фактически Господь Читания — это революционная аватара. First of all, so many revolutionary things. One thing is that the Lord has come as his own devotee. That's very special. И очень много революционных вещей, которые он делал. Первая вещь в том, что Господь пришел как собственный преданный, и это уже очень особенное. And the second thing is that he's elevating the most fallen people to Krishna consciousness. И вторая вещь — это то, что он возвышает самых падших людей к сознанию Кришны. And then, I mean, whereas in other, and everybody, there is no discrimination at all, no qualification required even to get to the highest platform. И он не проводит никаких различий, каждый может
подняться на самый высший уровень. And we don't hear of this kind of engaging so many people, preaching to so many people. We don't see in the Bhagavatam that a preacher goes door to door to, preach. I mean, in the sense, the Lord himself goes door to door to preach. И вот это настроение проповеди, когда столько многих людей проповедуется, когда от двери к двери, мы этого не видим в Бхагаватам. Посмотрите, какая проповедь, причем Господь сам ходит от двери до двери. And in the Bhagavatam, we don't hear of grahasthas being, ordered to preach to and make people devotees. И мы в Бхагаватам также не видим, что грехас просит проповедовать обычным людям для того, чтобы они стали преданными, и приказывать им. Не было в Бхагаватам такого приказа, чтобы грехасы проповедовать. Because in the Bhagavatam, we only hear things like, griham mandakupam, the griham, family life is like a dark well, and you cannot make spiritual progress and such things. Потому что в Бхагаватам мы, наоборот, слышим о том, что о грехометках или там о том, что они как будто бы недостойны какие-то такие вещи, которые снижают их положение. And here Chaitanya Mahaprabhu is involving all the members of the family in preaching. And is saying that you can go back to Godhead even if you're staying in your family life. А здесь Чайтанья Махапрабху всем членам семьи говорит проповедовать. И независимо от вашего статуса, вы все равно можете проповедовать и возвыситься и вернуться к Господу. And he's seeing everyone, Chaitanya Mahaprabhu, from the platform of soul and not making any distinctions between men and women or people of different castes. It doesn't make, he only sees soul and he wants everyone to be elevated. И Чайтанья Махапрабху, он видит всех как душ, он не делает вообще никаких различий, он не различает мужчин и женщин или каких-то разные типы людей. Он во всех видит душу, и все хочет, чтобы эти души вернулись к Господу. Even in the Bhagavad Gita, Krishna says that out of thousands of people, one person may be interested in self-realization. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит, что из 1000 людей, может быть, один будет заинтересован в собственной реализации. And out of such thousands of people, one may become liberated. И даже из этих 1000 людей, которые будут заинтересованы в собственной реализации, может быть, один только будет освобожден. And among thousands of such liberated people, hardly one person knows Krishna. Из этих 1000 освобожденных людей, может быть, только один, кто будет знать Кришну. So it's very, very difficult to understand or know Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu is giving it so easily to everyone. Это так сложно вообще понимать Кришну, и Чайтанья Махапрабху дает это настолько простым образом, делает это очень простым для всех и каждого. So it is definitely a very, very revolutionary method that Chaitanya Mahaprabhu has brought for Kali Yuga. Так это определенно очень революционный метод, который Чайтанья Махапрабху принес в Кали-югу. And so if we want to be successful in spiritual life as well as in material life, without Chaitanya Mahaprabhu, we cannot get success. Так, если вы хотите быть успешными в духовной жизни, в этой жизни, то без Чайтаньи Махапрабху у вас не получится этот успех. Just now, before this program, I attended a program of, one devotee was starting a new company in Bahrain. Саша, вот такой пример приведу. До начала нашей сессии я была на другой программе, где один преданный
Он открыл компанию в другом городе, в Барин. And that company, I mean, this is only a branch that he is going to this thing, and the main office, I mean, the owners are Chinese. И эта компания, ну, это как филиал, потому что собственники это китайцы. But because this devotee who's going to take care of the office is he's a devotee. And so he had invited devotees to do a very nice puja and kirtan and so on, arati. Но поскольку этот человек, который является, ну, как бы заведует филиалом, он преданный, он пригласил многих преданных для того, чтобы они там собрались, пуджу провели, арати. And the Chinese were all spellbound. They had not seen anything like this. И китайцы были очень удивлены, потому что они вообще никогда такого не видели. And the Indian who was the CEO of that company, even he said, we have started so many branches, but never have there's been such a nice, beginning, start for this thing. И даже вот были индийцы, другие из других филиалов этой компании, но увидев столько людей, вот такое вот начало, они были так удивлены, говорят, мы столько открыли вот филиалов, но никогда не видели такого красивого, масштабного открытия, какое вы здесь сделали. So the devotee who's going to be heading that branch, he got all Vaishnavas to come and bless the company. И так этот преданный, который должен был возглавить эту компанию, он всех позвал, всех вайшнавов, всех преданных, чтобы они пришли и благословили эту компанию. So even in our material activities, we take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then we'll be in the proper mood and everything will go well. И так даже в материальной деятельности, если мы берем прибежище у Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы все было хорошо, у нас будет все хорошо. All the Vaishnavas also blessed the company that it should do well. И все вайшнавы, которые пришли, они все благословили эту компанию, чтобы все было хорошо у них. So we see that Chaitanya Mahaprabhu is going to impact in a very big way, not only the spiritual lives of people, but how we conduct even our material activities. Итак, мы видим, что Чайтанья Махапрабху, он внес вообще очень огромный вклад в то, как мы живем в материальной жизни и просто как мы общаемся с людьми даже. And second paragraph, can they read? Прочтите, пожалуйста, второй параграф этой книги. Продолжите пока, да? Его настроение уникально и отличается от того, что было в древности, когда людям приходилось шаг за шагом развивать духовное сознание. Они работали со своими чувствами, умом, разумом, и лишь после этого начинали духовную жизнь, которая также зачастую не исключала в себе высшую совершенную любовь, данную Чайтаньей Махапрабху. Ранее знания и философия рассматривались как начало духовной жизни. В связи с тем, что лишь немногие люди имеют склонность или способности к восприятию философии, мало кто стремится ее изучать. Подавляющее большинство людей попадает в ловушку, пользуясь религией лишь для улучшения материальных условий в этой или следующей жизни. Все. We're ready. So we can see how the Chaitanya Mahaprabhu's technique is totally different, because in earlier times, mainly it was all Varnashrama. People had to slowly advance. They performed Varnashrama in their duties and so on, and they had to do a little bit of worship and all that, but slow progress. Итак, мы видим, насколько метод Господа Чайтаньи сильно отличается, потому что в древние времена была варнашрама, и люди
имели очень такой длительный, последовательный прогресс, и он был довольно медленный. Они должны были сначала познать, потом поклоняться и так далее. То есть это было намного медленнее. Люди намного медленнее. So the Karma Kanda method is on the central platform where you do worship Krishna for material prosperity. И там был основной принцип кармаканда, когда вы должны были поклоняться Кришне для того, чтобы улучшить свое пропитание. And the Gyanis, they were, mainly on the speculating with the mind. А гьяни, ну что они делали? Они спекулировали с умом. And the Brahmanas, who are learning all the Shastras and all that, they became intellectually advanced. They understood Brahman. Ну, а браманы, которые изучали шастры, они были интеллектуально возвышенные, и они постигали браман. And very few were Vaishnavas. And even those Vaishnavas did not get this benediction of Krishna Prema, which Chaitanya Mahaprabhu gave. И было вообще совсем мало вайшнавов, и даже те вайшнавы, которые были, они не обретали Кришна Прему, которую дает Чайтанья Махапрабху. And the method of preaching was also, people were told about how, the philosophy, how life is very short and how everything is temporary. And so one should, think about self-realization. This was the method of preaching. И основной метод проповеди был таков, то есть говорили, что да, вот жизнь коротка, что что нужно быть, что нужно возвышаться, вот, что нужно больше изучать. Вот такой вот, в общем, был метод проповеди. So most people were not interested in listening so much to philosophy. И большинство людей, как бы был философский метод проповеди, большинство людей не были в нем заинтересованы. And so they only took to religion for what? For improving their material position. И таким образом они применяли религию только для того, чтобы улучшать свое материальное положение. And we see in the Srimad Bhagavatam also, this is how it happens. That there are saintly people and very few people are able to listen to them and follow their instructions. Мы даже видим в Шримад Бхагаватам, что описывает, что очень мало святых людей, и есть люди, которые им начинают служить, почитать их, и идет обучение этих людей, каким образом поклоняться. То есть вот. Okay, next paragraph. Следующий параграф прочитайте, пожалуйста. В прежние времена даже Чайтанья Махапрабху для самосознания в бхакти-йоге предписывали следующие способы. Человек должен был уйти в леса или в горы, или в иные отдаленные места, чтобы найти ашрамы, где жили садху. Слушая лекции, ученик сначала постигал философские вопросы. Уяснив философию, ученики приступали к практикам, чтобы получить дополнительные знания, научиться отречению и работе для удовлетворения Кришны в контексте варнашрама-дхармы, то есть практиковали карма-йогу. Некоторые из них принимали обет безбрачия, становясь брахмачари или саньяси, и сосредотачивались на получении знаний, аскезах и поклонении Богу. We are ready. So people had to go in earlier times. People had to go in search of sadhus to get enlightenment. Так, в прежние времена люди должны были пойти к саду для того, чтобы достичь просветления. Of course, sadhus also went door to enlighten people.
Конечно, саду тоже ходили от двери к двери для того, чтобы просветить людей. But it is very difficult to, make a materially attached person to think about, self-realization. Но это вообще было очень сложно сделать очень сильно материально привязанного человека, вообще заставить задуматься о собственной реализации. Mostly they would perform yajnas to go to the heavenly planets. В основном они совершали яги для того, чтобы пойти на райскую планету. Or even if they did bhakti, they were only thinking of going to Vaikunta. Или даже если у них была бхакти, они в основном думали о том, как пойти на Вайкунху. So, and then we have this Varnashrama Dharma. So these small number of people, they only, they understood the philosophy first, and then they decided to do karma yoga and make progress like that. Ну так вот там бывает Варнаша Мадхарма, и в основном люди, что они делали, они в основном сначала постигали философию, а потом занимались карма-йогой для того, чтобы понять, что я хочу, для того, чтобы осуществить свои. So in the Varnashrama method, you have to take many births. You have to do Varnashrama properly for many births. Then only you get purified to come to the platform of bhakti. Так в системе Варнаши Мадхармы вы должны получить очень много рождений для того, чтобы понять философию и возвыситься. It is mentioned that for 100 lifetimes, if you perform Varnashrama perfectly, then you can become Lord Brahma. Ну, то есть даже есть такое высказывание, говорит, что если вы 100 жизней воплощаетесь и совершенным образом осуществляете Варнашему Дхарму, тогда у вас есть шанс стать Господом Брамой. So it doesn't say that you will get, you'll be liberated. For liberation, you have to come to bhakti. И там даже не говорится о том, что вы будете освобожден, а от освобождения вы там дальше получите бхакти. Okay, the next one, next paragraph. Следующий параграф прочитайте, пожалуйста. Да, надо микрофон включить. Да, и поближе можно к микрофону, потому что не слышно бывает. Ага, простите. Сейчас. Сейчас еще не видно стало. Такой процесс бхакти является наилучшим, самым простым и быстрым среди других процессов самосознания. Однако в течение столетий им привлекалось слишком мало людей, и их практика была очень долгая. Фактически для достижения совершенства им требовалось многие жизни. Кроме того, Кришна не был удовлетворен тем, что духовное счастье доступно лишь немногим. Он хотел, чтобы как можно больше людей достигли высочайших результатов жизни. We're ready. So bhakti was not, it was something very rare, that is pure bhakti. Some mixed bhakti was there. I mean, normally the people were attracted to doing bhakti, but it was not pure bhakti. They wanted material benefits. So it was not really bhakti. Very few people actually got pure devotional service. Итак, бхакти было очень редким. То есть были люди, у которых было примесное бхакти, но вот само бхакти было очень редким. В основном люди хотели, чтобы как-то развивали привязанность к Господу ради своих материальных выгод. Чистую бхакти вообще практически не было. So Krishna wanted to be very generous. He wanted to deliver everyone in his form as Chaitanya Mahaprabhu. Итак, Кришна, он хотел освободить каждого в этой форме,
Чайтаньи Махапрабху. He wanted everyone to do pure, I mean, at least a large number of people to do pure devotional service. И он хотел, чтобы очень большое количество людей занимались чистым преданным служением. Okay, next paragraph. Следующий параграф можно читать. Господь Чайтанья Махапрабху показал, что любовь к Богу и ко всем его частям – это суть духовной жизни. Если вы достигнете этого, то знания трансцендентной природы и отречения от материальной жизни придут легко, сами собой. Он поднимал самых падших, даря им свою глубокую любовь и сострадание. Однако его духовные стандарты для них были очень высоки. Тем не менее, последователи могли легко выполнять его наставления, поскольку с самого начала получили высший вкус трансцендентного счастья. Даже легкого соприкосновения с этим вкусом хватало для того, чтобы зажечь в них интерес к философии и духовному осознанию, как сопутствующим вещам. Их понимание писания и философии основывалось на глубоких реализациях, а не на поверхностном знании теории. Духовная жизнь не казалась им чем-то сухим, трудным или аскетичным. Yeah, okay. So that is what, we are seeing the benefits of Krishna Prema. If Chaitanya Mahaprabhu would first try to give Krishna Prema first, what normally people don't even get at the end, it's so difficult. Whereas Chaitanya Mahaprabhu wanted to give a taste of Krishna Prema first, then spiritual life, everybody wants, everyone wants to get some, wants Krishna consciousness. Итак, мы тут видим блага, которые дают Кришна Према. Чайтанья Махапрабху, он что делал? Он начинал с Кришна Премы, он сразу же людям давал вкус этой Кришна Премы. Это то, что в прошлые века люди даже достичь не могли, а Чайтанья Махапрабху каждому начинает сразу прему раздавать. And that is why we are so surprised, right? How people come to Krishna consciousness. They just like it. They just see devotees, they hear some kirtan, and then they feel so happy. They want to be part of this. И это вот мы удивляемся, как вот так вот люди, они начинают интересоваться сознанием Кришны. Они просто видят преданных, они просто хотят быть частью вот этого праздника, киртана. И они просто вот приходят, мы удивляемся, как так получается. Some people actually read a book or listened to the philosophy and joined. But most people did not come because they were looking for God, I mean, some, spiritual life, and because they were convinced of the philosophy. That is very few people. Некоторые люди начинают изучать философию и приходят. Но в основном люди, они не приходят из-за того, что они там что-то изучили, поняли философию, пришли. Most people, because they ate some nice Krishna prasadam and they listened to some beautiful kirtan and somehow they became very happy. They also felt like dancing. And so then they think, okay, I'll come and attend the programs. В основном люди, они приходят, потому что они поели очень вкусный прасад, или послушали очень прекрасный киртан, или потанцевали хорошо. И вот они это сделали и думают, хорошо, все, тогда я приду, мне очень понравилось. And once they start attending, then they make good progress. They can understand very nicely knowledge as well as they become detached from material sense gratification. И если они пришли на программу, то они начинают тогда очень быстро прогрессировать, обретают знания, и они прекращают быть привязанными к материальным вещам. So previously they used to say, I mean, that in Western countries, it's very difficult
to make people, follow all the principles of Krishna consciousness. Так, до этого вообще в западных странах было очень сложно как-то людей привлечь принципами сознания Кришны. But we see, at least when in the Bhakti Vrikshas, when people start chanting even 4 rounds, because of they really enjoy all the company, association of devotees and everything, and they're doing 4 rounds, and then sometimes in Siksha level programs, they used to say, I chant 4 rounds and I fall Chittiri round and Chittiri principles. И я очень удивляюсь, когда на Бхакти-врикшах просто люди приходят, начинают читать 4 круга, просто потому что им понравилось вот это общество, вот это общение. И они потом говорят, что вот я 4 круга уже читаю, 4 принципа соблюдаю. Imagine, is it easy for Russian to suddenly give up all these things? Just, it's very difficult to follow 4 regulative principles. But they were able to do it because they got a higher taste. They got so much happiness in Krishna consciousness. Ну, только представьте, даже для русских довольно сложно, что люди начинают следовать 4 регулирующим принципам. И они читают 4 круга хотя бы, следуют 4 регулирующим принципам. Почему? Потому что они попробовали высший вкус. And the first people who joined Prabhupada were all drug addicts who couldn't even understand anything. Simply they came and associated with Prabhupada, had some prasadam, kirtan, that's all. But after that, very fast, they became very quickly advanced in Krishna consciousness. Даже первые люди, которые пришли к Прабхупаде, это были вообще наркоманы, которые вообще ничего не могли понять, абсолютно ничего. Но они попробовали просадом и дальше начали посещать, и очень быстро это стали довольно возвышенные личности. Do you hear of any such katha in Bhagavatam? А вы где-нибудь слышали такую катху в Шримад Бхагаватам? Такие рассказы? That people became pure devotees just by eating prasadam and just associating with devotees. Of course, Narada Muni made such, like Mrigari the hunter and Valmiki and all. They because of his association only, they didn't know any philosophy. He just told them to chant and they started chanting. It is there, but it's very rare. Так, вы слышали такое, чтобы в Бхагаватам такое было описано, что люди там что-то попробовали, да, и тут же стали общаться. Ну, конечно, в Бхагаватам описаны случаи Нарада Муни, Мригари, охотника и Вальмики, когда они через вот общение с преданными, с возвышенными вайшнавами быстро возвысились. Но подумайте, это очень-очень-очень редко, даже в Бхагаватам такие случаи попали. Okay, next paragraph. Следующий параграф прочитайте, пожалуйста. У нас вопрос есть, и заниматься уже, не знаю, заниматься вы сейчас хотите спросить? We have a question, Матаджи Према Падмини. Yes. Матаджи Винодини. Да, давай. Таня не давал философию, только распевание. А зачем у нас так много книг, и мы изучаем их? Зачем так все сложно? Как мне ответить на этот вопрос? Матаджи Према Падмини, Матаджи Винодини would like to get an answer on such kind of questions. For example, the Lord Chaitanya just give to people very easily this kind of elevation. But why at that moment we have so many books and we should study a lot of all this philosophy? How can I answer on such kind of question? Can you just help? No, the thing is only because
initially to attract them, that's what I'm talking about, that initially they get a higher taste to join, but after that, to continue in Krishna consciousness, we need the philosophy. Otherwise, sometimes, because of some circumstances, or we lose the association of devotees, or, we have too much work, a job or something, then, our moods might change, and then we will not continue in devotional service. So if we know the philosophy, then we will stick to it no matter what. So we need to read the books. Ну, то, что, о чем я сейчас говорю, я говорю сейчас, вот, нужно это понять, о привлечении людей, чем люди привлекаются. А для того, чтобы дальше продолжать, для того, чтобы поддерживать этот вкус, нам нужно изучать философию, потому что по-другому мы просто уйдем. Ну, Is that okay? Это будет ответ на вопрос? Можно отвечать таким образом, что если бы мы воспевали весь день, тогда бы, может быть, и не нужна была философия. Mataji Prema Padmini, can I ask in this way for such kind of people who are asking the question, if we had an opportunity to chant or to sing the all day long, so in this way we shouldn't study the philosophy, but we couldn't, we can't have this opportunity to chant the all day long. Is it the proper answer also? No. If you chant the whole day long, that is the best thing. But we are not able to do that, right? Even to chant only 16 rounds every day, even if we chant only 16 rounds, unless we are convinced about who is Krishna and why we should chant, we'll not be able to chant our whole life. Yes, but it's a kind of answer that Mataji Vinodin would like to also suggest to such kind of people, that we are not able to chant all the day long, and in this way we should study philosophy. And she is asking, is it will be the correct answer? Yes, you can say that, but you can also say that unless we know why we need to chant, or what should be our attitude while chanting, unless we know that, our chanting will not be perfect. Да, вы можете так отвечать, но вы также должны добавить, что до тех пор, пока мы не будем знать, для чего мы воспеваем, наше воспевание не будет чистым. То есть мы... Unless we know... То есть мы можем... Yeah, please continue. То есть она вначале сказала, Маджи Према Падмини вначале сказала о том, что мы можем воспевать целый день, но у нас нет этой возможности, у нас вкуса еще нет. И как раз до тех пор, пока мы не поймем, для чего мы это все делаем, мы вкус тоже не получим. Unless we know how great Krishna is, we cannot surrender to him. До тех пор, пока мы не поймем, насколько велик Господь Кришна, мы ему не предадимся. How can we have faith in him unless we know what is spiritual and what is material? Как мы обретем веру к нему и поймем разницу, что духовное, что материальное? Мы не сможем этого понять. Unless we know what is the difference between mind, intelligence, false ego, we cannot come out of the clutches. We'll be attached to them. До тех пор, пока мы не обретем понимание в различии, что есть ложное эго, что есть ум, мы не выйдем из тисков майи, мы так и будем привязаны материально. На руках. Не слышно вас, Матушка. Yeah, she Можно wants to say something. еще один вопрос по этой теме? Yes, Mataji Vinodin thank you, and she would like to ask you additional question on this topic. Yes, please. Да, пожалуйста. Правильно ли я поняла, что во времена Господа Чайтаньи перед людьми был сам Бог,
Они его видели, его знали. А сейчас нам нужно познать Бога из священных писаний. Mataji Prema Padmini, Anji Vinodini asked you a question. Would you say, is it correct my understanding that when Господь Chaitanya was on our planet, so it was a Lord in front of people. People can see Lord, and now we should see Lord in Shastras. Is it correct understanding or not? Now what will they see? We should see Lord in sacrificial scriptures in Shastras. Yes, and also photo and deity. Да, и также еще изображение и божества, это тоже Господь. She's saying that, okay, to tell those people, right? Yeah. Yes. Okay. Да, да, если в контексте первого вопроса, да, вы можете говорить это людям, что да, через книги мы тоже видим Господа. Спасибо большое. Харе Кришна. Thank you so much, Mataji Prema Padmini. Харе Кришна. Hare Krishna. Yeah, next paragraph. Следующий параграф читаем. Шрила Прабхупада писал: мы распространяем движение сознания Кришны, просто следуя по стопам Господа Чайтаньи Махапрабху. Может быть, мы не слишком искушены в афоризмах Веданта Сутры и не понимаем их значения, однако мы следуем по стопам ачарьев, и поскольку мы строго и покорно следуем по стопам Господа Чайтаньи Махапрабху, следует понимать, что мы знаем все о Веданта Сутре. Читание Чайтамрита отделила 7148. Комментарий. We're ready. Yeah. So that's what Prabhupada said. So if you simply, even if we don't understand everything, if we follow the footsteps of the acharyas and they're following the footsteps, who are following the footsteps of Lord Chaitanya, it is to be understood that we know everything regarding Vedanta Sutra. Yeah, that is something that practical realization we get by following the footsteps of the acharyas. Итак, здесь говорится о том, что если мы будем следовать за ачарьями, мы будем понимать всю Веданта Сутру. Это имеется в виду, что если мы будем следовать за ачарьями, то мы получим практическое знание Веданта Сутры. But then our mind gets a lot of doubts, right? It's not that acharyas say something, immediately I'll start following. Our mind is not letting us do that. Mind has got many doubts. Но наш ум, он имеет очень много сомнений. Это не так, что вот ачарьи сказали, что это делать, и я тут же взял это и сделал. Нет, наш ум будет мешать нам за счет сомнений. So that is why we need to read. И вот это как раз почему мы должны читать. Can you tell them that? Вы можете им это сказать? Also, What we should tell? that Okay, to the people. it is Okay, understood. difficult to follow just whatever we are told. We have many doubts in our mind. We don't, we immediately we're not able to follow everything. Это как раз к дополнению к вопросу Матаджи Винодини, что вы также можете это сказать, что у нашего ума есть очень много сомнений. И вы поэтому должны читать, обязательно читать для того, чтобы все эти сомнения рассеивать. Потому что мы не сможем сразу же следовать по пути ачарьев, мы должны изучать это. And if we don't read books, the minute some doubt comes, we may fall down. We may give up Krishna consciousness. И если мы не читаем книги, любое какое-то покачивание, мы можем пасть
если мы не читаем книги. That, I mean, she can also tell them that, isn't it? Вы также можете это сказать, не так ли, Маджи Винодни? Yes, she agree. Yes, and Prabhupada's name is Bhakti Vedanta. He had bhakti and he also had knowledge. And because of that, he was a top-class devotee. If you don't read, you can just be a third-class devotee. Итак, имя Прабхупады Бхакти Веданта. То есть у него не только есть бхакти, у него есть еще и знания. И он преданный самого высшего уровня. И если вы не будете изучать то, что он написал, вы будете преданным самого низшего уровня. Yeah, can you read the next paragraph? Следующий параграф у нас. Да, может быть, на этом стоит прерваться, как вы считаете? Ну, вы как хотите, у меня есть время еще. Можем параграф. Дальше будет потом такой же мощный раздел по проповеди. 9 часов. Хорошо. Mataji Prema Padmini, Chaitanya Prabhu is suggesting to stop on this because we come to the large paragraph connecting with Chaitanya Charitamrita, and he thinks that it is maybe we will study next time. Okay. Хорошо. So, one more question we have, Mataji Vinodini. yes. Матаджи Према Падмини, а можно ли, вот мое понимание такое, что у нас нет качеств, чтобы понять философию, но просто следуя по стопам Шрилы Прабхупады, изучая его книги, Кришна будет доволен нами, и он из сердца открывает нам знания. Правильно ли я понимаю это? А начало, у нас нет качеств, для чего? Повторите, пожалуйста. Вы сказали, у нас нет качеств, для чего? Начало повторите, пожалуйста. У нас нет качеств, чтобы понять философию. Так, какие бы мы усилия не прилагали. Да, и тогда мы изучаем книги Шрилы Прабхупады. Да, когда мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады, просто читаем. Потому что Прабхупада сказал, читайте. Мы просто читаем, Господь доволен нами и открывает знания из сердца. Okay. Mataji Vinodini would like to ask once again a question. Is the this kind of understanding, is it correct? So we are not, we don't have qualities to understand the philosophy, and that is why we are reading Prabhupada books. We are just reading, and Krishna is very happy that we are reading Prabhupada book, and then we got knowledge from our heart. Is this understanding correct? We are just reading. We are just reading Prabhupada books. We are just reading, and then Krishna will be happy that we are reading Prabhupada book, and the knowledge comes from our heart. Yes. Because we do not have any qualities to study philosophy directly or something or deeply. Yes, knowledge, perfect knowledge comes from the heart only, from Krishna. Да, это верно. Совершенное знание, оно приходит только из сердца от Кришны. We read outside, and then that is, even if we are not so pure that we can get all knowledge from Krishna in the heart. Мы не настолько чисты, что мы можем получить все знания от Кришны из нашего сердца. हो गया?
चिमटा निकाल के रखना. So actually, see, for example, when we read the Bhagavatam or Bhagavad Gita, we don't understand everything in the first time we read. Then, when we do some service, then we understand little more like that. So the theory we should know, and when we do the services and when we are doing devotional service, then more and more we can understand from within the heart. И вы можете тоже такой пример понять, там первый раз читаем Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, вообще много чего не понимаем. Но когда мы начинаем что-то делать, к нам приходит это знание. Итак, в общем, формула такова, что мы должны изучать теорию, и мы должны заниматься служением, и тогда знание придет в наше сердце. But if we depend only on doing service, then sometimes, and we don't read, then sometimes, it may not be perfect, and we may be, it may not be according to Sadhu Shastra and Guru. Но когда мы просто занимаемся служением, мы не читаем, скорее всего, это не будет совершенно наше служение, и оно, может быть, даже не соответствует Гуру Саду Шастра. Принципу. And we may become sentimental. И мы можем стать сентиментальными. I'm not contradicting whatever she's saying. I'm just adding. Так, я не противоречу того, что вы говорите, Маджи Винодини. Я просто дополняю. Спасибо. Это да, важно практически. Вам хорошо такое дополнение на ваше понимание, Маджи Винодини? Да, спасибо. Спасибо большое, Матаджи Падмини. Вчера у меня был разговор с Матаджи, который ведет на Махату. Она говорит, приходит 20-25 человек и посидят и расходятся. То есть никакого служения нет. А на Пурнам вы потом кратко переведете. И она очень недовольна, очень недовольна, измученная и разочарованная. И вот преимущество Бхакти-врикши в том, что когда к нам приходят люди, сразу стараемся их занять служением, и тогда то, что Према Падмини сказала, через преданное служение, потом у них, у нас открываются вот эти философские истины, да, понимания философские. А так люди просто тусуются, пришли, потусовались и разошлись. Вам трудно, наверное, много... Не, сейчас постараюсь. Yes, Mataji Prema Padmini, Mataji Vinodini saying thank to you because, for example, yesterday she got a discussion with one Mataji who has a Namahata, and she was crying that there are 24, 25 people come to Namahata, just sitting, eating, and go away, and there is no service, there is nothing. And Mataji Vinodini telling that it is good that we have Bhakti Vriksha, that we are giving people knowledge from the first meeting, and in this way people understand the philosophy and the needs of devotional services. Okay. Да, хорошо. Thank you. Спасибо вам, что поделились. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Гурудев ки jai, Шрила Прабхупад ки jai. Shri Vanchakalpataru, Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Vanchakalpataru vyasya kripa sindhuve vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha ananta koti Vaishnavvrinda ki jai. Haре Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое за перевод, за помощь. Я переводика Аннапурна Матаджи. Джай Прабхупада, Гурудев. Спасибо, приятно, что вы с нас можете служить. Спасибо большое, Падмини.